Глава 161. Торговый город. После нескольких беспокойных ночей Хань Ли тщательно размышлял над мыслью о том, что он навсегда потеряет возможность для продолжения своего бессмертного пути или своей готовности столкнуться с опасностью для обретения стадии заложения фундамента. Он постепенно стал склонен к последнему. В конце концов, он не мог смириться с такой обыденной жизнью, тем не менее, его осторожный характер заставил его поспешить к Зал Юэлу. После того, как он подтвердил горькую реальность, связанную с испытанием кровью и огнем и отсутствием небесных духовных лекарств за пределами области с жадным стариком, его размышления полностью похоронили его надежды. Поскольку он ясно понимал, что у него нет пути к отступлению, Хань Ли был отчаянно настроен отдать все свои силы на прохождение запретного испытания кровью и огнем. Он либо найдет духовные лекарства внутри, которые позволят ему достичь стадии заложения фундамента, либо сгинет в борьбе за них. С решимостью либо жить, либо умереть, Хань Ли начал подготовку к поездке в запретную зону через полгода. В течение этого короткого времени он должен был увеличить свои силы, чтобы улучшить свои шансы на выживание. Невозможно было достигнуть 11-го уровня стиля Вечной Весны без помощи духовной медицины. И если он хотел увеличить свои силы, ему оставалось только изучить несколько новых магических техник и купить несколько мощных талисманов и магических инструментов. Новые магические техники не были большой проблемой. Скорее всего, если бы он попросил своего старшего брата Ву, он не отказал бы обучить его. Однако, с его способностью, он сможет постичь только 2 простые низкоранговые техники или 1 среднего ранга. Что касается простейших магических техник, то лучше не думать о них. Таким образом, самый быстрый способ увеличить свою силу — использовать талисманы и магические инструменты. В отношении магических инструментов у Хань Ли в настоящее время их было несколько. Что касается магических инструментов, которые можно было использовать в бою, кроме кольца и небольшого черного флага, который дал ему дядя Е, у него также была длинная сабля, способная превратиться в веревку, и тыква, которая могла автоматически выпускать сферы, которые он получил от 2 людей в желтой одежде, которые пытались убить и ограбить его. Что касается тех вещей, которые он получил, когда он вошел в секту, это меч Яростного Солнца и сабля Холодная Луна. Они являлись магическими инструментами низкого ранга, способные атаковать с помощью небольшого количества пламенной и ледяной ци. Они не играли особой роли. Что касается талисманов, Хань Ли изначально крайне нуждался в них. К счастью, из-за того, что дядя Е не обобрал его, у него имелось немало талисманов. Ему действительно дали более 10 простых талисманов среднего ранга и 2 редких высокоранговых талисмана, что значительно повысило его уверенность. Кроме того, Хань Ли все еще обладал талисманом меча, с которым он до сих пор не знал, что делать. В страхе, одетый в желтую одежду человек, которого он обезглавил, назвал его талисманом-сокровищем. Он должен был иметь грандиозное происхождение. Его можно было рассматривать как украденную собственность, поэтому он не осмелился раскрывать его другим. Он держал в голове слова «талисман-сокровище» и собирался найти возможность разузнать о нем. Естественно, что, столкнувшись с чрезвычайно страшным запретным испытанием кровью и огнем, иметь только эти вещи было явно недостаточно. В результате Хань Ли планировал покинуть горы секты и совершить поездку в близлежащий торговый город, чтобы купить несколько высококачественных магических инструментов и талисманов. Однако у него не было внушительного запаса камней духов. Покупки обещали быть не таким, каким он хотел бы. Хотя у Хань Ли было немало камней духов, в его будущей поездке в запретную территорию эти камни будут важной опорой в длительной схватке, из-за чего он не хотел расставаться с ними. После небольших раздумий Хань Ли решил обработать несколько драгоценных тысячелетних лекарственных трав за короткое время, которые он мог бы выменить на камни духа или просто обменять на вещи. На самом деле, создание нескольких гранул и изменение лица было бы лучшим выбором, что, возможно, увеличило бы стоимость тысячелетних трав. Тем не менее, гранулы изменения лица требовали слишком много лекарственных ингредиентов. Не хватало времени, чтобы собрать все материалы. В результате он решил использовать только ингредиенты для обмена. Чтобы избежать подозрений, Хань Ли решил, что он будет продавать ингредиенты только культиваторам вне секты. Если бы он использовал лекарственные ингредиенты для ведения дел непосредственно в секте, это наверняка привлекло бы ненужное внимание. Следуя плану, Хань Ли начал свою работу.
Сначала он посетил Вуфэн и выбрал наиболее практичную простую магическую технику удерживания ци. Это был вспомогательный тип простой магической техники среднего ранга, которая могла противостоять технике глаза бога. До тех пор, пока эта техника использовалась заранее, человек не мог быть обнаружен невооруженным глазом, и его ци удерживалась внутри. Целью было скрыть себя. Естественно, этот магический прием бесполезен против экспертов стадии заложения фундамента и выше. Однако, это было эффективно против культиваторов высшей стадии конденсации ци. Эта техника была гораздо более практичной по сравнению с техникой маскировки тела. Однако причина, по которой Хань Ли не выбрал никаких приемов или магических приемов защитного типа, была полностью связана с его собственным настоящим боевым опытом. Из-за времени, когда он сражался с другими культиваторами в ближнем бою, он обнаружил, что в бою между культиваторами было слишком мало возможностей полностью выполнить технику среднего ранга. Было гораздо больше вариантов использовать магические инструменты и низкоранговые магические техники с более коротким временем исполнения. Применение талисманов было следующим по быстроте исполнения. Вот почему в битве было более практичным использовать талисманы, а не магические техники среднего ранга или выше. Естественно, если у кого-то был спутник, который выигрывал время, чтобы использовать магическую технику, это была абсолютно другая ситуация. Когда Хань Ли получил запись этой техники, он подробно расспросил Вуфэн о деталях культивирования этой техники, а затем начал практиковать ее своим сердцем и душой. Однако, как магическая техника среднего класса, эта техника удерживания ци была совершенно другой по сравнению с другими вспомогательными магическими техниками, которые он ранее изучал, такими как техника гравитационного полета и техника маскировки тела. Культивирование этой техники оказалось чрезвычайно трудным. Казалось, что полное овладение ею в течение полугода являлось действительно непосильной задачей. Таким образом, Хань Ли в течение дня усердно культивировал технику удержания ци, а в течение ночи, собирав зеленую жидкость, он концентрировался на выращивании духовных трав. Кроме того, дабы предотвратить раскрытие старшим ма этих лекарственных трав, он занимался выращиванием только в период его отсутствия. Он также садил их в самых удаленных уголках сада. В конце концов, запах тысячелетних трав немного выделялся среди прочих. К счастью, старший ма всегда приходил точно по расписанию. Он не спешил и не опаздывал, и поспешно уходил после завершения сборов. Он казался совершенно занятым, хотя Хань Ли не знал, чем он занят. Хань Ли не интересовался тем, что делал старик. Он сказал бы, что это было к лучшему, что старший ма был постоянно занят. Не имея возможности быть обнаруженным, Хань Ли получил возможность культивирования лекарств в более широких масштабах. К тому моменту, как Хань Ли начал осваивать технику удержания ци, прошло 4 месяца. Он также занялся культивацией 2000-летних лекарств. Считалось, что лекарственные ингредиенты в 100 или более лет трудно найти в современном мире культиваторов. Они, несомненно, произведут небольшой фурор в торговом городе. Хань Ли получил медальон, позволяющий ему выйти из гор секты от своего знакомого, уважаемого ученика Юйзала сотни возможностей. Фактически, у учеников секты Долины Желтого Клена была возможность выходить 1 раз в год. Однако культиваторы не желали попусту тратить время, желающих воспользоваться этой возможностью было немного. После того, как Хань Ли вылетел из ограничительной формации секты, он полетел на северо-восток, прямо к торговому городу. Можно было утверждать, что торговый город секты Желтой Кленовой долины имел определенную репутацию. Он был более процветающим, чем торговые города других сект. Поскольку горный хребет Тайюэ, который простирался над провинцией Цзянь, был близок к северной части страны Юань, между культиваторами страны Юань и культиваторами страны Юэ были не нейтральные отношения, что позволило культиваторам из провинции Юань приезжать в торговый город секты Юэ, развивая торговлю и принося с собой товары, которые в провинции Юэ не имелось. Этот торговый город был основан на северо-востоке горного хребта Тайюэ. Вот почему Хань Ли прибыл туда после того, как полетел более полудня. Когда он прибыл, Хань Ли не сразу ломанулся вперед. Вместо этого он сменил свою серую накидку и все остальные атрибуты на его теле, которые идентифицируют его как ученика Долины Желтого Клена. После того, как он закончил, он представлял из себя обычного культиватора. Затем он побрел торговому городу.
Согласно кодексу поведения в мире культиваторов, культиваторам не разрешалось летать в радиусе 5 ли от торгового города, из-за чего Хань Ли сталкивался со многими путешественниками, передвигающимися пешком. Среди этих путешественников было много людей, которые одевались очень необычно, заставляя Хань Ли подозревать, что они были культиваторами из государства Юаньу. Казалось, этот торговый город пользовался большой популярностью. Пока Хань Ли размышлял об этом, он уже достиг входа в торговый город. Глава 162. Магазин множества сокровищ. Торговый город долины Желтого Клена был похож на родной город Ханьли, город Зеленого Быка. Внутри города была только одна улица, которая указывала на север и юг. На юге были десятки домов разных размеров. Некоторые из них были высокими, некоторые — низкими. Некоторые из них были каменными зданиями, а другие были просто хижинами. Дома были распределены непоследовательно и неравномерно. Здесь располагалась вся индустрия долины Желтого Клена, но меньше половины из них лично управлялись учениками долины Желтого Клена. Большая половина была сдана в аренду семьям культиваторов и культиваторам-торговцам, которые вели здесь свои дела. Здесь было множество магазинов, в которых торговали сырьем, талисманами и магическими инструментами. Был также 5-элементный книжный магазин, который специализировался на продаже элементарных заклинаний, и 2 ресторана и гостиницы, предназначенные для отдыха и питания проживающих людей. Помимо учеников низкого уровня в торговом городе, также регулярно останавливались несколько экспертов в стадии заложения фундамента, которые поддерживали порядок в городе и защищали людей от неприятностей. Большая часть северной части улицы была пуста. Он был зарезервирован для культиваторов, которые хотели создать магазин под влиянием момента. Пока они платили ученикам долины Желтого Клена низкокачественными камнями духа, иностранцы могли создать цех на весь день на стороне пустой улицы без всякого вмешательства. У них даже была бы защита учеников в то время, когда они создали магазин, позволяя им не бояться врагов, которые хотели бы отомстить. Благодаря тому, что множество иностранных культиваторов приезжали сюда и занимались торговлей, а также особому географическому положению города, он процветал в течение многих лет. Время от времени там появлялись редкие предметы, которые привлекали еще больше культиваторов. Однако, поскольку Хань Ли хотел незаметно войти в город, он не стал входить с главного входа на южной стороне. Вместо этого он обошел вокруг и вошел с севера. Прежде чем войти, он накрыл лицо капюшоном синего плаща, на случай, если кто-нибудь мог узнать его. Было уже послеобеденное время. На улице города, на первый взгляд, было немного людей. Однако это было нормальное явление. В конце концов, этот торговый город не был каким-то светским рынком в центре города, на котором весь день было шумно. Люди, которые имели квалификацию, чтобы приехать сюда, были уникальными культиваторами, такими, которые встречаются 1 на 1000 человек. Хань Ли усмехнулся про себя от этого факта и направился к маленьким магазинам на окраине улицы. Он собирался посмотреть, есть ли что-нибудь стоящее в этих маленьких магазинах, прежде чем идти в большие. Обойдя все маленькие магазины, Хань Ли был расстроен. Магические инструменты и талисманы в этих маленьких магазинах были абсолютно бесполезны для него, за исключением 3-4 предметов, которые едва ли можно было считать подходящими. Покупать их было бы глупостью, поэтому он перестал тратить свое время. Он вернулся и пошел к большим магазинам. Павильон 7 возможностей. Руководство по изучению ветра. Магазин небесных ремесел. На этот раз Хань Ли не стал безрассудно заходить в случайный магазин. Он не спешил и медленно прогуливался по улице. Ознакомившись с названием, размером и типом каждого магазина, он выбрал тот, который выглядел самым большим, и в него постоянно входили магазин множества сокровищ. Он вошел внутрь. Только услышав название магазина, можно было сказать, что владелец был уверен в своих товарах, поэтому Хань Ли надеялся найти здесь редкие сокровища, чтобы не уйти с пустыми руками. Войдя в магазин, Хань Ли слегка поколебался. Светлый зал был достаточно просторным, чтобы вместить десятки людей и при этом не быть переполненным. Здесь был необычайно длинная витрина, сделанная из драгоценного красного алевритового дерева, за которым стояли 7 или 8 служащих в синих мундирах. Благодаря этому здесь была довольно впечатляющая атмосфера.
В зале двое служащих в синем объясняли нескольким клиентам. Внутри витрины было большое количество разнообразных предметов. Они выглядели именно так, как будто предназначались только для использования культиваторами. В магазине множество сокровищ было все, от низкоранговых материалов до общеиспользуемых талисманов и магических инструментов. Хань Ли улыбнулся. Казалось, он действительно нашел нужное место. В этот момент подошел служащий в синем и заговорил с ним улыбкой: «Уважаемый клиент, вы что-то ищете? Не желаете ли, чтобы я ознакомил вас с товаром? Товары нашего магазина способны удовлетворять все потребности наших клиентов. Я хочу посмотреть на магические инструменты и талисманы, но мне нужно самое лучшее. Так что не показывай мне всякое барахло», — проговорил Хань Ли сквозь капюшон. Служащий в синей одежде был слегка ошеломлен этим заявлением, но затем он внимательно посмотрел и оценил внешний вид Хань Ли. Убедившись, что тот не шутит, служащий улыбнулся еще шире. Он знал, что это должно быть богатый клиент, поэтому он быстро поводил Хань Ли в вип-комнату на 2-м этаже. Обстановка наверху отличалась от того, что было на 1-м этаже. Мало того, что 2-й этаж был меньше по размеру, так там еще была антикварная мебель. Он был оформлен изысканно и элегантно. Самое удивительное было то, что в углу комнаты стояла драгоценная горелка для благовоний, которые наполняли комнату слабым запахом сандалового дерева. Мужчина средних лет, державший в руках старую книгу, стоял в зале, читая ее содержание вслух. Казалось, что он не обладал магической силой и был совершенно обычным человеком. Хань Ли был немного ошеломлен. Это место совсем не выглядело как магазин, а было похоже на дом богатого человека. Человек, читавший книгу, увидев, как Хань Ли вошел, спокойно закрыл книгу. Служащий в синем, сопровождавший Хань Ли, быстро подошел к нему и прошептал несколько слов. Выслушав служащего, мужчина средних лет сложил руки и сказал с улыбкой: «Я владелец магазина множества сокровищ, Тянь Були. Как мне обращаться к вам?» Ли Фэю Хань Ли бесцеремонно позаимствовал имя своего хорошего друга. «А брат Ли? Пожалуйста, присаживайтесь». Мужчина средних лет предложил Хань Ли сесть, а затем приказал слуге: «Приготовьте нашему гостю лучшего нефритового чая». После того, как Хань Ли сел, мужчина средних лет вежливо спросил его: «Это первый раз, когда брат Ли пришел в наш магазин, верно?» «Хе-хе». Владелец магазина Тянь действительно наблюдателен. «Да, я в первый раз посетил этот магазин». Хань Ли намеренно изменил свой голос, подражая жесткому человеку с грубым голосом. «Это не важно, если вы впервые посетили это место. Раз вы готовы приехать сюда, это показывает то, насколько наш магазин хорошо. Наш магазин непременно удовлетворит всем вашим желаниям», — уверенно сказал владелец магазина Тянь. «Я надеюсь, что товары в этом магазине действительно исключительные, поскольку мне бы не хотелось бросить по множеству магазинов, чтобы купить все нужные мне предметы», — сказал Хань Ли с сомнением. «Хе-хе. Брат Ли может быть уверен в этом. Наш магазин, безусловно, один из лучших на этой улице. Если уж наш магазин не сможет удовлетворить ваших запросов, тогда нет необходимости беспокоиться о том, чтобы посещать другие магазины», — сказал Тянь, источая уверенность. В этот момент прислуга поднялась наверх с чайником и несколькими чашками. Освежающий запах чая заполнил комнату, прежде чем она даже подошла к ним. Хозяин магазина Тянь ждал, пока служанка приготовит чайный набор, и сделала глоток чая первым. Улыбаясь, он сказал: «Это особый чай, сделанный здесь, в магазине. Это редкость в других местах. Мало того, что у него такой освежающий аромат, когда люди пьют его, они заряжаются энергией. Брат Ли может сам попробовать его». Хань Ли посмотрел на ароматный чай перед ним. Он слегка покачал головой и неторопливо сказал: «Владелец магазина Тянь, мы можем выпить чаю позже. Давайте сначала приступим к делу. Я никогда не думал, что брат Ли будет так нетерпелив. Очень хорошо. Пожалуйста, подождите, я скоро вернусь». Владелец магазина Тянь встал со слегка разочарованным выражением лица. Он поклонился Хань Ли и спустился вниз, оставив Хань Ли одного. Хозяин вернулся примерно через то время, которое требуется для заваривания чашки чая. Однако на этот раз он принес несколько парчевых коробок разных размеров. Владелец магазина Тиан похлопал по парчевым ящикам и сказал с ухмылкой:
От слуги снизу я слышал, что брату Ли нужны лучшие магические инструменты и талисманы, поэтому я спустился в хранилище и взял несколько сокровищ, которые я собирал в течение долгого времени, чтобы брат смог их посмотреть. Я надеюсь, что брату Ли они понравятся. Глаза Хань Ли расширились, когда он услышал это. Ему стало очень интересно, что находится в этих парчевых коробках. Он задался вопросом, насколько это редкие предметы, что владелец называл их сокровищами, и смогут ли они превзойти все его ожидания. Владелец магазина Тянь разложил парчевые коробки на стол и открыл каждую из них, чтобы Ли мог увидеть. Однако Хань Ли заметил, что, как только открылись парчевые коробки, появилось магическое давление, которое было определенно сильнее него, блокируя каждое его движение. Хань Ли сначала был удивлен, но быстро понял, что это были меры безопасности, которую магазин «Множество сокровищ» использовал на тот случай, если он вдруг собирается украсть предметы из парчевых коробочек. Затем он расслабился и действительно понял возможности магазина «Множество сокровищ». Глава 163. Парчевая коробка с сокровищами. В этот момент хозяин Тянь начал показывать предмет в маленькой парчевой коробке. Набор золотых клинков с одним основным клинком и 8 дочерними. Он был сделан из чистого железа и золота, уточнен экспертом стадии заложения фундамента в течение 3 дней и 3 ночей. Держа в руках основной клинок, можно одновременно управлять 8 дочерними клинками, чтобы напасть на врага. У него не будет возможности защититься от этих несравненно острых клинков. Он показал набор своеобразных легких золотых клинков, рассказывая о возможности применения. Хань Ли не произнес ни слова, внимательно осматривая предмет. Он кивнул головой и опустил его. Летающий щит из темного железа — почти незаметный магический инструмент. Он был уточен из большого куска холодной земли инь. Он не просто твердый и нерушимый, в него также заложено заклинание. Он может вращаться в любом направлении и автоматически защищать, сказал хозяин Тянь, показывая крошечный щит размером с ладонь. Затем он передал его Хань Ли, чтобы он внимательно его осмотрел. Хань Ли взял щит в руку и слегка ощупал его декоративный рисунок. Через мгновение он спросил, могу ли я опробовать заклинание? Конечно, можете. Брат Ли, пожалуйста, не стесняйтесь его использовать. Спокойно сказал хозяин Тянь. Поскольку хозяин сказал так, Хань Ли медленно высвободил магическую силу в щита себе в руку. В результате металлический щит засветился черным светом. В мгновение окон в несколько раз увеличился, вылетел из его рук и повис в воздухе. Кроме того, он начал медленно вращаться вокруг него. Его размер казался достаточным, чтобы закрыть несколько жизненно важных точек на теле. Хань Ли был доволен. Сосредоточившись, он мог контролировать движение щита, как ему было угодно. Это было очень удобно. Опробовав его, Хань Ли остался очень доволен этим магическим инструментом. Больше всего ему не хватало такого защитного магического инструмента. С этим щитом его шансы выжить в запрещенном испытании крови и огня, несомненно, возрастали. Однако Хань Ли снова промолчал. Он просто вернул железный щит в коробку. Затем он подождал, пока хозяин продолжит показывать предметы. Хозяин Тянь, казалось, совершенно не обратил внимания на поведение Хань Ли, а продолжил с энтузиазмом рассказывать о следующем предмете. Он достал синий шар размером с таблетку. Элемент небесной молнии. Несколько сотен лет назад таинственный эксперт случайно разорвал небесную молнию, он последовательно уплотнил ее. Каждое зерно обладает беспрецедентной силой. Говорят, что даже если бы эксперт стадии заложения фундамента пытался противостоять этой молнии, то он бы превратился в пепел. Изначально было 73 зерна. Однако, по прошествии времени, их осталось немного. Нашему магазину удалось завладеть одним из них. Сказав это, хозяин Тянь не мог сдержать выражение самодовольства на своем лице. Эта бусина была, несомненно, драгоценной редкостью. Когда Хань Ли услышал это, он был в шоке. Это на самом деле может убить эксперта стадии заложения фундамента. Что-то с такой огромной силой невозможно найти случайно. Если бы он мог ее приобрести, то был отличный козырь при поездке в запретную зону. Однако он опасался, что цена такой высокой, что отпугивает людей.
Почему еще они не продали эту вещь до сих пор? После того, как владелец магазина Тянь показал бусину голубой молнии, он замолчал. Вместо этого он с большим ожиданием смотрел на Хань Ли. Затем он поднял чашку ароматного чая и неторопливо сделал глоток. На столе оставалась еще одна закрытая парчевая коробка, которую он еще не показывал, но он об этом не сказал ни слова. Хань Ли слегка улыбнулся, полностью осознавая намерение владельца магазина. Он знал, что настало время показать ему свои силы. В противном случае он не смог бы увидеть сокровище в последней парчевой коробке. Прежде чем прийти сюда, он взял с собой 2 тысячелетних духовных растения, духовные камни, включающие в себя 2 среднеранговых камня и около сотни низкоранговых камней. Однако Хань Ли вряд ли мог легко использовать эти духовные камни. Он полагался только на 2 этих тысячелетних духовных растения. Честно говоря, хотя Хань Ли знал, что духовные растения в возрасте более 1000 лет встречались чрезвычайно редко в мире культиваторов, и что их ценность была высокой, он не знал конкретной стоимости этих магических предметов в духовных камнях. Он не знал точной стоимости. Тем не менее, он понимал, что получение маленького щита и золотых клинков у него должно быть много духовных камней. Однако, заполучить элемент небесной молнии он даже не надеялся. Поэтому не стал доставать свои духовные травы. Вместо этого он достал небольшую деревянную коробку, которая выглядела так, будто в ней было что-то ценное и исключительное. Причина, по которой Хань Ли действовал так, состояла в том, что он полностью осознавал, что человек украшает себя одеждой, а Будда — золотом. Он знал, что если это представление пройдет успешно, ценность его лекарственных трав должна возрасти в несколько раз, что уменьшало вероятность того, что он понесет потери. Однако Хань Ли не стал открывать крышку маленькой коробки, а передал ее человеку, стоящему перед ним. Владелец магазина Тянь пристально следил за действиями Хань Ли. Видя это, он без возражений принял коробку. Тщательно осмотрев коробку, он осторожно открыл крышку. Ох! Взглянув на то, что было в коробке, владелец магазина был немного удивлен. Однако вскоре выражение его лица изменилось на недовольное. Брат Ли собирается обменять этот гриб желтой сущности на сокровища нашего магазина. Насколько он редкий? Если это не редкий предмет, которому около 200-300 лет или даже более лет, он принципиально ничего не стоит, холодно произнес хозяин. Хань Ли холодно усмехнулся несколько раз и больше ничего не говорил. Он наблюдал за поведением хозяина в своем собственном стиле, попробовал чай, который налили ему минуту назад. Увидев бесстрашные действия Хань Ли, хозяина объяли сомнения. Он собрался с мыслями и еще раз внимательно осмотрел духовное растение в коробке. Ах! Владелец магазина Тянь внимательно посмотрел на него и вдруг глубоко вздохнул. Мгновенно он поднялся со стула в волнении и переместил ящик в более освещенную часть комнаты. Он пристально посмотрел на его, а затем пробормотал про себя: невозможно. Неужели ему больше 1000 лет? Или это просто похоже? Хань Ли увидел выражение хозяина и услышал его слова, в результате чего его сердце наконец успокоилось. Теперь он был уверен, что ценность его тысячелетних духовных трав была выше его предыдущих оценок, а не ниже. Кроме того, казалось, что у него были хорошие шансы получить этот молниеносный шарик. Спустя несколько минут хозяин осознал свою ошибку и тот факт, что он раскрыл информацию об истинных возможностях другой стороны. Однако, сейчас он ничего не мог изменить. Объект перед его глазами запал ему в душу. До тех пор, пока этот объект действительно был той самой тысячелетней вещью самого высокого качества, он приплачивал бы за то, чтобы эта тысячелетняя духовная трава осталась бы в магазине множества сокровищ. Если бы он поступил так, он бы потерял свое преимущество перед магазином. Тем не менее, он был в настоящее время смущен, поскольку он никогда прежде не видел тысячелетнее духовное растение. Он думал только о своей репутации, он был действительно не в состоянии дать точную оценку возраста этого растения внутри коробки. Он знал только, что даже если растение перед ним не имеет целебной силы в 1000 лет, то ему около 700-800 лет и более. Это все равно был бы очень ценный предмет, он был в этом уверен. «Сюда». После продолжительного осмотра хозяин вызвал юного слугу снизу. «Пойди и пригласи старейшину Дин. Скажи ему, что здесь есть ценный предмет, который мне нужен, но нужно узнать точную ценность», торжественно приказал он.
Затем хозяин воспользовался этой возможностью, чтобы начать откровенный разговор. Однако они полностью избегали способов заговорить о лекарственных травах, как будто лекарственная трава в маленькой коробке была забыта на данный момент. Вскоре седой старик в сопровождении молодого слуги медленно поднялся по лестнице. Когда хозяин Тянь увидел его, он немедленно подошел к нему с уважением и предложил свое место ему, а сам встал сбоку. Казалось, этот старейшина Дин был действительно человеком с большой репутацией. Однако Хань Ли уже догадался, что этот человек был похож на хозяина, что он не был культиватором. «Владелец магазина Тянь, вы назвали старого человека сюда. Возможно, вы могли бы позвать кого-нибудь другого?» Дрожащим голосом спросил старик, закашлявшись несколько раз. Глава 164. Тайна талисмана сокровища. Старейшин один, могу я попросить вас взглянуть на этот предмет? Хотя младший чувствует, что это, возможно, тысячелетнее духовное растение, но я не совсем уверен. Надеюсь, старейшин один определит возраст этой травы. Владелец магазина Тянь попросил смиренным тоном и передал деревянную коробку. Тысячелетнее духовное растение. Старейшин один не поверил своим ушам, когда услышал это, но все равно взял коробку. «Старейшина, пожалуйста, посмотрите внимательно. Неужели это действительно тысячелетний желтый гриб сущности?» Владелец магазина Тянь едва мог подавить волнение в своем сердце и быстро спросил. Старейшина не ответил. Он прищурился, сосредоточив взгляд на коробке, даже на узоре на ней. Он даже поднес коробку к носу и несколько раз понюхал ее. Хань Ли нашел это растение, поэтому он хорошо знал, было ли этому духовному растению 1000 лет. Зная это, он сидел со спокойным выражением лица и вел себя так, словно не видел, что делает старейшина. То, что он рассматривал, означало, что ему еще стоило поторговаться с хозяином магазина множества сокровищ. Хозяин Тянь был полной противоположностью Хань Ли, он наблюдал за каждым движением старейшины, не моргая. От уверенности, с которой он встретил Хань Ли, не осталось и следа. В этот момент его лицо было напряжено и переполнено смесью ожидания и беспокойства из-за возможных результатов. Наконец старейшина один мягко положил коробку на стол, закрыл глаза и глубоко задумался, поглаживая бороду. Затем он открыл глаза и заговорил со спокойным, вежливым тоном: «Поздравляю, хозяин. Это действительно желтый гриб сущности, которому более 1000 лет. Оно было найдено совсем недавно, поэтому эффективность этого растения ничуть не уменьшилась. Так что это первоклассное тысячелетнее растение. Старейшина может это гарантировать». Услышав это, лицо хозяина Теня изменилось на радостное выражение. Затем он почтительно сопроводил старейшину вниз по лестнице. Радостно взглянув на него, он поднял коробку с духовным растением и еще раз посмотрел на него. «Хозяин магазина Тянь, не желаете ли вы поговорить о деле?» Видя, что другая сторона, похоже, совсем забыла о нем, Хань Ли не мог не напомнить владельцу магазина о своем присутствии. Ах, я такой глупый. Брат Ли, пожалуйста, простите меня». Немного удивленно ответил Тянь, вспомнив, что это растение еще ему не принадлежало. Его лицо слегка покраснело. «Хе-хе, это прекрасно. Однако, вы собираетесь торговать. Видя, как хозяин Тянь полюбил этот предмет, я уверен, вы меня не разочаруете». Хань Ли слегка усмехнулся над другой стороной. В этот момент выражение лица хозяина стало обычным. Затем он положил предмет, который был в его руках, обратно на стол и сказал: «Поскольку брат Ли может предложить тысячелетнее духовное растение, то вы необычный культиватор. Следовательно, я буду откровенен с братом и обойдусь без каких-либо обычных торговых схем. Я дам вам справедливую цену». Сказав это, после минуты раздумья, он продолжил с искренним тоном: «Брат Ли может обменять эту духовную траву на 2 любых предмета в парчевых коробках, что я показал ранее, или вы можете обменять ее на одну вещь в последней коробке. И если ни один из предметов не удовлетворит вас, то этот магазин также может заплатить вам достаточно духовных камней, чтобы купить духовное растение. Брат Ли, что вы думаете?» Хань Ли почувствовал в его словах искренность в словах. Размышляя об этом снова и снова, в своем сердце он чувствовал, что цена была разумной, и так, что он был готов согласиться на сделку.
Однако он все еще хотел увидеть предмет в последней парчевой коробке. Но Хань Ли даже не успел спросить, как хозяин Тянь уже открыл последнюю коробку и подтолкнул ее к нему, говоря с улыбкой: «Предмет внутри этой коробки — это самое ценное сокровище нашего магазина. Однако, понравится ли вам это, не будет зависеть от того, насколько у вас хороший вкус». Услышав это, любопытство Хань Ли возросло. Он заглянул внутрь коробки, и тотчас же он был ошеломлен. Внутри парчевой коробки лежал талисман с изображением золотого слитка. Изображение мерцало золотым светом и выглядело реалистичным. Поразмыслив над предметом, он никак не мог прийти в себя. Хань Ли сразу вспомнил свой талисман, на котором был надет маленький серый меч. Может быть, это то же самое? Талисман-сокровище. Хань Ли глубоко вздохнул и спросил хозяина. Тот воскликнул от удивления: «Я не ожидал, что брат Ли действительно знает об этом предмете. Обычно об этом сокровище знают немногие культиваторы. Брат Ли действительно хорошо осведомлен. Я под впечатлением». Услышав его слова, Хань Ли горько рассмеялся и покачал головой. Со вздохом он ответил: «Вы слишком высоко оцениваете того человека, которого зовете Ли. Я только слышал о талисмане сокровищ, на самом деле я об этом мало знаю. Поскольку хозяин Тянь вынес мне этот предмет, следовательно, вы должны знать кое-что знать об этом талисмане сокровищ. Надеюсь, вы расскажите мне это». Хань Ли говорил от всего сердца. Он хотел воспользоваться этой возможностью и получить полное представление о талисмане сокровищ и избежать путаницы в дальнейшем. Хозяин магазина Тянь был удивлен, посмотрев на Хань Ли. Он чувствовал, что это не то, что нужно было держать в тайне, просто мало кто знал об этом. Несмотря на это, он не хотел обидеть крупного клиента, поэтому он быстро согласился и рассказал все, что знал о талисмане сокровищ. Талисман сокровищ был предметом с великим прошлым, особым предметом, который могли сделать только культиватор высшей стадии формирования ядра. Высокоуровневые культиваторы, которые усовершенствуют магические сокровища, вкладывали часть энергии магического сокровища в специальную талисманную бумагу, поэтому другие культиваторы могли временно использовать силу магического сокровища из этого специального талисмана. Он имел характеристики как талисмана, так и магического сокровища. Культиваторы, которые знали об существовании таких бумажек, в шутку называли их фальшивыми магическими сокровищами, но даже в этом случае они по-прежнему сильно жаждали их заполучить. Этот тип фальшивого магического сокровища был особенным. Даже если он создавался культиваторами высшей стадии формирования ядра, любой культиватор может использовать его, независимо от уровня навыка. Даже монах Золотого Света, культиватор, которого убил Хань Ли, мог бы его использовать, несмотря на то, что он был только на 3 или 4 уровне культивации. Однако культиваторы ниже стадии заложения фундамента не могли использовать техники уплотнения, поэтому они могли использовать только 10-20% силы талисмана сокровища. По сравнению с лучшими магическими инструментами это, похоже, было не намного выше. Однако, после стадии заложения фундамента, культиваторы, которые могут использовать искусство уплотнения разума, могут и в полной мере использовать силу талисмана сокровища. Несмотря на то, что его сила не могла разрушить землю, разверзнуть море и горы, его силы было достаточно, чтобы пренебречь любым другим магическим инструментом. Следовательно, культиваторы после стадии заложения фундамента желали иметь талисман сокровища. Это бы дало им преимущество в сражениях и позволило им игнорировать других культиваторов. Даже при том, что сила талисмана сокровища была удивительной, она продолжала потреблять магическую способность сокровища, которая удерживалась внутри. Когда силы заканчивались, то талисман сокровища становился совершенно бесполезным. Таким образом, вопрос об использовании талисмана сокровища нельзя было принять всерьез. Более того, создание талисмана сокровища было непростым делом. Поскольку магические сокровища были такими объектами, которые по своей сути могли быть усовершенствованы только культиваторами стадии формирования ядра, они были невероятно редкими. Они также нуждались в том, чтобы совершенствоваться в течение целого дня и ночи с использованием истинной сущности культиватора, чтобы увеличить их силу. В результате, то же самое можно сказать о том, каким магическим сокровищем был создан талисман сокровища. Создание талисмана сокровища было равносильно нанесению вреда магическому сокровищу, так как оно отбирало у него часть его энергии,
а обладатель магического сокровища долгое время восстанавливал магическое сокровище, чтобы восстановить его силу. Такие действия обычно приносили вред самому культиватору. Поэтому при обычных обстоятельствах ни один культиватор, который был выше стадии формирования ядра, не стал бы совершать таких глупых действий. Но, как говорится в старой поговорке, мир постоянно находится в движении. По-видимому, пока есть глупцы, использующие талисман сокровища, высокоуровневые культиваторы будут продолжать создавать их. Это было ради молодых поколений и новичков небольшая возможность заполучить удачу в силе. Что же касается магических сокровищ, оставленных предшественниками, которые по прошествии длительного периода времени были усовершенствованы и унаследованы преемниками, магическое сокровище не может быть полностью совместимо с разумом нового владельца. Кроме того, половина первоначальной силы магического сокровища будет утеряна, поэтому необходимо было достичь стадии формирования ядра, магическое сокровище было бы потрачено впустую и непригодно для использования. Поэтому, по сравнению с хранением магических сокровищ, удобнее было усовершенствовать талисманы сокровища для молодого поколения. Но также было много ограничений для усовершенствования талисмана сокровища. Во-первых, каждый талисман сокровища мог запечатать только 1/10 часть силы магического сокровища, которая со временем только уменьшалась, и восстановить ее было невозможно. Следовательно, даже если было несколько талисманов сокровищ с одним и тем же магическим сокровищем, их силы могли значительно отличаться. Во-вторых, усовершенствование талисманов сокровищ не только уменьшало силу магического сокровища, но и заставляло владельца терять много сил, поэтому непрерывное усовершенствование талисманов сокровищ было невозможно. Каждый раз, когда талисман сокровища был усовершенствован, владельцу магического сокровища приходилось восстанавливать свои силы в течение 3-5 лет. И это было даже в том случае, если кто-то не терял истинной сущности и больше не собирался усовершенствовать магические сокровища снова, иначе бы это заняло еще больше времени. Следовательно, в мире культиваторов часто происходили подобные случаи. Когда высокоуровневые культиваторы приближались к концу своей жизни, они умирали гордо и без сожалений. Они оставляли свои самые ценные вещи, обычно это была часть магического сокровища, сила которого сильно уменьшилась, или несколько талисманов сокровищ, которые отражают ту же силу. Надо сказать, что это бесполезная вещь. Глава 165. Ночная встреча. Услышав объяснение владельца магазина Теня, Хань Ли понял, что такое талисман сокровища. Однако он не мог взглянуть на талисман сокровища внутри парчевого ящика. Этот магазин купил талисман сокровища, золотой световой слиток, у малой семьи за значительную цену. Это совершенно новый талисман, поэтому его более чем достаточно, чтобы обменять на тысячелетнее духовное растение Братали. Владелец магазина Тянь заговорил таким тоном, показывая, что он находится в невыгодном положении. Хань Ли усмехнулся про себя. Он не верил в то, что делал другой человек. В лучшем случае они просто удовлетворяли потребности друг друга. В глазах хозяина магазина Тянь духовное растение Хань Ли, несомненно, было выше стоимости, чем этот талисман сокровища. «Ну, что вы решили? Какую вещь возьмет Братли?» — сказал владелец магазина Тянь с улыбкой. Услышав это, Хань Ли замялся на мгновение и не мог решить, что выбрать. Сначала он хотел проверить еще несколько магазинов и посмотреть, есть ли магические инструменты еще лучше, но предметы, что были перед ним, действительно отличные и удовлетворяли его требованиям. Ему бы не хотелось отказываться от какого-либо предмета, особенно от талисмана сокровища. Это помогло бы ему в будущем, поэтому он должен был полностью взять на себя ответственность за этот предмет. Эти вещи мне нравятся. Я хочу купить их все. Подумав немного, Хань Ли принял решение. Он чувствовал, что это неплохая идея, чтобы купить все эти предметы в магазине множества сокровищ. По крайней мере, это уменьшило бы внимание к его присутствию здесь, и он ограничился бы только одним магазином. Все. Братли, должно быть, шутит. Услышав слова Хань Ли, лицо владельца магазина потемнело. Он подумал, что Хань Ли жадничает и пытается обменять все сокровища на его духовное растение. Увидев это, Хань Ли улыбнулся. Он не стал объяснять, а просто достал точно такую же коробку для хранения и положил ее на стол. «У меня есть еще одно тысячелетнее растение,
поэтому 2 из них я хочу обменять на все ваши сокровища в парчевых коробках. Хань Ли неторопливо проговорил, контролируя ситуацию. Хозяин магазина Тянь был приятно удивлен. Он, ничего не ответив, поспешно проверил духовную траву, которую только что достал Хань Ли. Когда он удостоверился, что эта духовная трава была действительно точно такой же, как и первая, он снова пристально посмотрел на Хань Ли. В конце концов, человек, у которого было 2 редких духовных растения, заслуживал его внимания со стороны магазина. Хань Ли был в плаще, поэтому хозяин магазина не мог видеть выражение его лица. Поэтому, после небольшого колебания, он сказал решительно: «Очень хорошо. Поскольку брат Ли говорит так, я сделаю вам шаг навстречу и соглашусь на ваши условия. Но у меня есть небольшая просьба. В будущем, если у брата Ли будет больше таких духовных растений, я надеюсь, что брат Ли снова уделит внимание этому магазину. Я определенно смогу предложить вам цену, которая удовлетворит вас». Хань Ли сухо рассмеялся и слегка кивнул, не давая реального ответа, но в глубине он понял, что хозяин магазина начал что-то подозревать. Казалось, что он должен ограничиваться в таких сделках, в которых бы ему приходилось обменивать духовные растения на сокровища, иначе это бы привело его к фатальной катастрофе. Хозяин магазина Тянь не знал истинных мыслей Хань Ли, но, видя, что Хань Ли кивнул и согласился, он был вне себя от радости. Если человек перед ним по имени Ли действительно мог отдать ему тысячелетнее духовное растение, то принять условия его сделки — вполне достойная цена за это. Итак, хозяин магазина и Хань Ли совершили обмен, и, убрав все предметы, оба были счастливы. Хань Ли покинул магазин множество сокровищ. Он не собирался задерживаться здесь ни на секунду дольше. Он быстро прошел по улицам торгового города и покинул это место. Поскольку он опасался, что в магазине множество сокровищ могли быть эксперты, которые тайно следили за ним, он не стал лететь прямо в долину Желтого Клена. Вместо этого он направился в горный хребет Тайюэ. Спустя 3 или 4 дня он успокоился и вернулся в долину Желтого Клена. Через 3 дня Хань Ли вошел во внешнее кольцо горного хребта Тайюэ. Небо постепенно темнело, поэтому он решил скрыться в тайной пещере ради своей безопасности, и, проведя там ночь, он на следующий день вернулся в долину Желтого Клена. Эта пещера была расположена на холме. Груда камней блокировала вход в пещеру, поэтому снаружи было трудно обнаружить пещеру. Перекусив, он переоделся, прислонился к каменной стене и начал медитировать. Таким образом, он проспал до 2-й половины ночи, когда вдруг он услышал шуршание одежды от ветра. Удар. Казалось, что кто-то снаружи пещеры приземлился на землю обеими ногами. Хань Ли проснулся от такой неожиданности. Может быть, люди из магазина множества сокровищ преследуют меня. Хань Ли подумал о самом худшем развитии событий. Младшая боевая сестра — это хорошее местоположение. Я думаю, здесь лучше всего. Знакомый мужской голос прозвучал снаружи пещеры. Хань Ли был немного шокирован, но в конце концов он успокоился. Раз эти люди были не из магазина множества сокровищ, преследовавшие его, то они просто могли пройти мимо. Ему было не о чем беспокоиться. «Младшая боевая сестра, не смотрите на меня так. Поскольку вы никогда не имели сексуальных отношений между мужчиной и женщиной, старший боевой брат будет любить вас так, что младшая сестра не будет тратить свою жизнь на женщин. Ваша красота может исчезнуть в любой момент, и это будет пустой тратой вашей нежной кожи». Голос мужчины был не быстрым, не медленным. Он звучал очень нежно, но содержание его слов было по-настоящему непристойным и жестоким. Хань Ли глубоко вздохнул. Кто был снаружи? И почему он говорил так, как будто собирается сначала изнасиловать, а потом убить? Это действительно пугало. Снаружи доносился только голос мужчины. Это означало, что эта младшая боевая сестра была уже схвачена. Она, вероятно, не могла сейчас открыть рот. Но мужской голос был таким знакомым. Он должен быть тем, кого Хань Ли видел прежде. Думая об этом, любопытство Хань Ли увеличивалось, и он потихоньку передвинулся к входу в пещеру. Треск. Снаружи раздался звук рвущейся женской одежды и неприличный смех мужчины. Вот, примите гранулу наслаждений. Иначе это не будет приятно. Младшая боевая сестра. Почему вы так смотрите на старшего брата? Неужели вы по-прежнему не желаете быть моей женщиной, даже после того, как я достиг стадии заложения фундамента?
Можно считать, что я исполняю ваши желания. Ха-ха. Казалось, что мужчина очень увлекся, говоря это. В этот момент Хань Ли осторожно подошел к входу в пещеру и собирался выйти наружу. Человек в белом сидел на корточках перед молодой женщиной и ласкал ее тело, продолжая срывать одежду. Волосы женщины были растрепаны, поэтому Хань Ли не мог рассмотреть ее лица. Но он мог отчетливо видеть ее нежное тело с белой упругой кожей, особенно ее полуголую грудь. Ее грудь была способна поднимать кровяное давление мужчины и продубить его естественные инстинкты, значит, это он. Хань Ли, увидев лицо этого человека, был несколько удивлен, но внезапно узнал его. Этот человек был тупым боевым братом Лу, который сражался против братьев Мужун. Он был злым и двуличным человеком. Хань Ли задавался вопросом, кто именно попал к нему в лапы. Внезапно боевой брат Лу словно услышал мысли Хань Ли и убрал растрепанные волосы женщины с ее лица. Это открыло ее красивое, смелое лицо. Почему это случилось именно с ней? После того, как Хань Ли увидел лицо женщины, он чуть не прикусил язык. Разве это не младшая боевая сестра Чэнь, которая с самого начала проявляла любовь к боевому брату Лу? Ведь она уже была в отношениях с этим боевым братом Лу, так почему же он сошел с ума и собрался ее изнасиловать? Но поскольку Хань Ли видел яркие, испуганные глаза младшей боевой сестры Чэнь, это не было похоже на игру, Хань Ли моргнул глазами и немного смутился. Нашел. Внезапно боевой брат Лу перестал лапать женщину и завопил от радости. В его руке появилась крошечная коробочка. Боевой брат Лу перестал обращать внимание на младшую боевую сестру Чэнь. Вместо этого он открыл сумку, и из нее выпала целая куча предметов, таких как магические инструменты, талисманы и личные вещи, в том числе женская одежда и нижнее белье. Боевой брат Лу игнорировал все остальное и вместо этого просматривал предметы среди кувшинов, бутылок и коробок, как будто он что-то искал.